Oh, thank you so much. One sugar, yeah? Yes. Мне так нравится. Тут прям при тебе наливают из турки в стакан. Вкусно. Так, всем привет из Египта. Сегодня вам хочу продемонстрировать новую кофточку, которую я связала. Смотрите, какая красота. Красота, красота. Вот. Черный пояс кожаный, видите. Еще у меня есть вот такая красивая резиночка для волос. Я сегодня буду красоваться перед вами. Вот. Я сегодня буду красотка. Все вязаное на мне, все такое, как я люблю. Но вчера был же у нас праздник, День защиты детей. И я как защитница детей, собак, котов и животных, и всего живого, то это для меня такой значимый праздник. Привет, Санкт-Петербург, привет, привет. Таня Ткаченко, привет. Петербург, обожаю Петербург, была там один раз, плавала по вашей речке, уснула на лодке. Я вот хотела похвастаться вам вязаной кофточкой. Ой, это не кофточка, а такое платьице. Платьице, видите, вот я в нем. Вот, сижу. Есть такой подъюбник под платьем. И я, в общем, могу ходить по городу, могу на пляже красоваться, где угодно. Вот. Резинка у меня вязаная, красивая, видите, вот. Сама связала. Смотрите, какая красота. Искала 6 лет резинки в Хургаде. 6 лет искала, ничего не нашла. Ничего не нашла крепкого, вон такого, чтобы волосы держала. И связала резиночку. Ну не молодец же я? Молодец. Так, ну что я хочу сказать? Хочу сказать, что я рада вас видеть. Поздравляю вас с вчерашним прошедшим праздником, Днем защиты детей. И я тут еще одно видео готовлю на эту тему, почему надо любить, ценить и уважать детей своих и очень бережно к ним относиться. Вот. Так что вот так вот. Ладно, закончу веселым, но начну. Сейчас я почитаю. Вы пишите, я чуть-чуть привет. Сможешь передать привет? Я приветы не передаю. Как-то вот вам расскажу одну историю. Это случилось в Москве. Давно это было, конечно. Это вот в тему о защите детей. И, значит, одна моя знакомая, ну, сейчас мы уже знакомы, раньше мы не были знакомы, это мне рассказала историю женщина, которая познакомилась с ней. Вот, у них был сын, взрослый сын, а сыну было 16 лет, он заканчивал школу. И вот так вот они его доставали. Сделал, а ты английский сделал, а то сделал, а то сделал. И в конечном итоге, что вы думаете, это был последний класс, они зашли к нему в комнату и начали там, ты то сделал, то сделал, то сделал. И заходят в комнату к нему, а он вот так перед ними взял, просто открыл окно и вышел в окно с 9 этажа. То так родители плакали, так рыдали, что сил не было, Господи, на это смотреть. Ну, блядь, это пиздец просто, когда дети, что-то с детьми не то. И потом
Значит, она ушла в монастырь, год была в монастыре, потом вернулась к жизни. Они родили девочку, и девочки ну, разрешали все, просто все разрешали. То есть они за любовь к ребенку заплатили вот по сути смертью ребенка они за урок расплатились. Это такой большой урок всем, потому что, ну, для меня это вообще трэш. Вот. Кто из новых зрителей на моем канале, я сегодня, так, уже, я живу в Египте, для начала скажу, в Хургаде. И если у вас будут какие-то вопросы, можете мне задавать. Можете брать у меня консультации, можем встретиться, когда вы приедете в Египет. А сейчас у меня уже лето началось очень примерно. Я уже 2 дня хожу утром в 7 часов на море, плаваю, делаю зарядку. Потом еще иду несколько километров. То есть у меня такое очень примерное лето. И вот такими примерными вещами я буду заражать и вас. Оптимизмом, энергией, прекрасным позитивом. Вот. И вот так вот. Так, привіт. Дякую, все дуже добре. Так, ужас в большинстве своем это женщины до такого доводят. Я готов. Я думаю, что не только женщины, это и мужчины могут быть, до такого доводят, знаете, какие семьи? Нарциссичные мамы и папы. Когда вот мой ребенок, он такой самый лучший должен быть, это же продолжение меня, ля-ля-ля, тролливали. И получается, вот так вот дожимают до такого состояния, когда у человека больше не остается сил на жизнь, на позитив. То есть выжимают все ресурсы, все как бы, ну, человек уже просто перестает улыбаться, уже он не может, его мозг уже просто не может генерировать какой-то позитив. Вот так вот загоняют в ловушку, но это могут быть и вообще и в семье такие отношения, мужчина. То есть бывает просто вот ты женишься, выходишь замуж, а потом начинаешь вот. Вообще, на мой взгляд, сейчас даже как-то страшно отношения строить, потому что, ну вот я здесь рассказывала случай, женщина познакомилась, а она э, это самое, говорит, я вот сейчас продаю недвижимость, уезжаю. Я говорю, что случилось такое? Она говорит, ну вот, Виктория, представь, я похоронила, ой, тьфу, похоронила. Я посадила мужа и его друзей, то есть 6 лет, ой, 5 лет они ее травили ядом. Она доказала это, наняла адвоката, доказала, и их посадили. То есть представьте, ну вот это все время, пока он с ней жил, он же как бы с ней там спал, улыбался, обнимался, то есть смотрели фильм вместе, и он думал, ну когда ты уже сдохнешь, Господи. Вот представь вот так вот завести отношения, попадется такое чудо, которое это самое, так хочется каких-то нормальных отношений, теплоты, хочется, ну как сказать, иметь такого друга настоящего, вот, с которым можно там и смеяться, и в общем, картошку жарить. Ну, я картошку не ем жареную, но образно говоря. Вот, так что вот так вот. Вы траву косите? Ну, супер. Семья, отдельный институт, туда никого не пускают. И не нужно рассказывать, что у тебя происходит в семье. Вне брака семья не считается. Спасибо вам большое, спасибо, Таня. Зачем такой друг? Вы правы, кстати, по поводу нарциссов. Выражаете. Вы, кстати, оцените мою кофточку сначала. Ой, это не кофточка, это платьице вязаное. Оцените, какая я сегодня перед вами сказочная. Вот, вязала, наверное, где-то дней 12 вязала вот такую вещь. Специально одела. Можете у меня заказывать красивые вещи, вернее, приобретать то, что я уже сделала. Любая вещь, которая на мне, это, конечно же, эксклюзив. То есть я не повторяю эти вещи. Я вот вяжу один раз и все. Вот, это такой оверсайз.
потому что это идет с 46 размера по 52. Вот такие вещи, оверсайз с поясом. Пожалуйста, можете себе приобретать и красоваться в вещах от Виктории. Вот. Эм, У меня есть подруги, есть, конечно, просто у меня всегда с детства прекрасные отношения с папой были, и я очень так хорошо отношусь к мужчинам. Ну, ты же женщина, не можешь себя так чувствовать, как чувствуешь мужчиной, например. Ну, я уже вхожу в такую форму атлетическую. Сегодня прошла 8 километров, 8500. 8 километров 500. Пришла сегодня утром, сделала зарядочку, поплавала, где-то минут 40 плавала, представляете? Это я так себя разгоняю специально, чтобы потом тренировать вас. Добрый день, Виктория. Где ваш папа Маркуса? Да, папа Маркуса сейчас в другой стране. Так, смотрите, какая красота, смотрите. Смотрите. Не, с папой Маркуса у нас так все так, как я хотела. Я не собиралась с ним, как сказать, все, что надо было мне от него, это вот такого шоколадного ребеночка. И у нас все по-честному, все красиво, все чисто. Но жить с человеком с другим менталитетом, э, нет. У меня подруги в основном лесбиянки. Сейчас все больше женщин, которые разочаровались в мужчине. У бывшей такая же кофта была, только там внизу было очень удобно. А это у меня просто вот такое, ну, сейчас покажу немножечко дальше, смотрите. Видите, вот такое платьице, оверсайз. Вот. Я очень люблю вязаные вещи, потому что я себя еще резинка вязаная, представляете? Я вот такой цветочек сижу перед вами. Вы знаете, я вот в вещах ручной работы я ношу в основном только вещи ну, ручной работы, либо какой-то такой интересное что-то. Либо то, что мне еще подарят девочки, которые приезжают, я тоже ношу с удовольствием, с теплотой. Э, По магазинам я не хожу, я создаю сама вещи. И для меня вязаная вещь это то, что подчеркивает мою индивидуальность. Вот я себя сейчас чувствую очень особенной, ну очень особенной. Я даже не могу вам передать это. Эм, Ой, финики висят, вау, уже финики у нас созревают. На 6-й год жизни я начала кушать финики, представляете? Ёлки-палки, так смешно. Там, конечно, сахара очень много, но я вот начала их кушать по чуть-чуть. Могу съесть в день по там 5-6 штучек в день. Вот. Ну, тоже надо аккуратно, потому что там калорий много. Вот. И вообще, конечно, идеал из идеалов это раз в неделю голодать. Просто вот голодать, а потом тихонечко перейти на 2-3 дня в неделю. М, Не 2-3 дня в неделю, а просто 2-3 дня голодать, то сначала раз в неделю. Вот. Так что это очень полезно, и хорошо чистит организм. И если вам это интересно, я могу делать прямые эфиры, об этом рассказывать или снимать же видео на эту тему, потому что э, у меня масса материала есть. Я очень люблю разные лекции слушать, учиться. Моя учительница в университете в Москве раз в неделю голодала. И вот тоже как бы такая тема, как, ну, видите, у меня такой канал и о еде, и о переезде, и о море, и о здоровье, и о вязании. Ну, потому что я много всего знаю и много могу вам, ну, рассказать, что. Так что вот так вот.
Ой, какой сильный кофе сделали. Алкострим. Хорошо, тогда за крышу 50% доната. Вы в Египте не работаете, просто ведете свой блог. Видите, вы даже не представляете, что такое вести канал в YouTube. То есть я, знаете, как работаю? Вот смотрите, я сегодня проснулась в 6 утра, провела ребенка в школу, в 7:15 я уже была на море. Забирают нас автобусы. Я уже была на море, сделала зарядку, поплавала, сделала новое видео, которое выйдет в четверг. Пришла домой, смонтировала предыдущее видео, которое выйдет в субботу. Да, оно в четверг выйдет, а следующее в субботу. Смонтировала, потом 30 минут поспала, потому что очень так устала, ну так подремала, можно сказать. Потом пришел Маркус, накормила его. Теперь пришла сюда, веду прямой эфир с вами. Потом пойду домой, буду монтировать видео до 10 часов уже. Вот, то есть. Потом у меня есть там вязальный момент. Один мне нужно закончить, потому что ну, меня покупают вещи, которые я вяжу. Это мой такой дополнительный доход. Ну, я люблю это делать, и у меня уже очень много вещей. Вот. Даже вот тут кое-что такое интересное заказали у меня. Вот. Если посмотреть мой канал, можно подумать, что я вот танцую, ем и развлекаюсь. Но на самом деле это очень серьезная такая работа. И кто начинает делать каналы, они говорят: ой, Вика, так я думала, это как-то легче, ты же какая-то такая все время веселая. Ну, я веселая, но когда я дома монтирую, я серьезная, сижу, закроюсь, отключаю все сети, и я работаю. Вот. То есть моя работа с утра до вечера. Это вот что означает вести блог. Блогеров немножечко недооценивают, к сожалению. Потом я еще консультации даю. Иногда у меня встречи с людьми. Вот сейчас одна девушка приезжает, у нее ребенок ДЦП. Она говорит: Виктория, можно с вами как бы договориться, ну, потому что я по профессии тренер по лечебной гимнастике, можно с вами договориться, чтобы вы приходили, тренировали. Я даже не знаю, как это раз в неделю приходить, потом давать задания. Ну, то есть она хочет сюда приехать и жить. Вот, то есть моя работа ютубная забирает все время. То есть у меня нет такого времени, я работаю 6 часов, а остальное делаю, что хочу. У меня нет. Если у меня там 30 минут, 40 какое-то свободное время, и я могу повязать, это для меня как медитация, как какой-то такой отдых, то это прям счастье-счастье. Но вот как-то так вот, как-то так. Всем кажется, что э, ну, YouTube это какая-то такая игрушка, что все само происходит, что, наверное, мне нечего делать. Я просто я сама по себе такой человек позитивный, веселый, и я люблю вот этим всем делиться с вами, вот, и поднимать настроение там, где бы вы ни были, всегда включаете какой-то солнечный ролик, и сразу настроение приподнимается, сразу картинки у вас меняются в голове, а может, гляди, в жизни поменяется, потому что это же все взаимосвязано. Ну, вот как-то так. То есть я еще вяжу красивые вещи и продаю. Вот, поэтому вот так вот тут и живу. Еще у меня заказывают рекламу, и я это самое делаю рекламу. То есть там либо компаниям, либо частным лицам. Вот. Ну вот, как-то так. Ответила вам. А, так, кто у нас?
Напишите, с каких вы стран, с каких вы городов. Я хочу свой телефон принести и читать в другом телефончике. Ой. Напишите, с каких вы городов. Вот. Что лучше, чтобы бросить пить? Это вы кому пишете? А лучше бросить пить? Это вы там это сам между собой, да? Вы имеете в виду вязаные вещи, сильная энергетика? Да, да, да. Хургада, Оксана Федорова в Хургаде? Ну классно, видите как? Куба, вау! Надо же. Виктория из дождливой Казани. Привет, привет, Инесса. Как дела у Виды после операции? Вида цветет и пахнет, очень скучает, потому что Лондон дождливый, такой мерзкий немножко. А, Смотри, как я сегодня загорела, смешно. Елки-палки, видите, уже у меня пятнами это самое лицо загорает. Вот, и что я хотела рассказать. Приедет осенью, лицо обрезала, руки обрезала. Лучше не поправляться, чем потом потратить, сколько она потратила? $8000, чтобы обрезать руки. Но если вы не будете поправляться, то ваше лицо и ручки всегда будут в нормальном состоянии. Но для этого нужно делать зарядку, конечно. Да, да. Э, Если кто-нибудь из новых людей на моем канале, то я живу в Египте и в Хургаде уже 6 лет, веду канал в YouTube. Заходите, приезжайте, буду рада вас видеть. Вот. На самом деле, да, вязаные вещи, их нужно вязать в хорошем состоянии, в хорошем таком настроении. И, ну вот для меня вязаные вещи это как броня. То есть такая, она как бы отталкивает все нехорошее от меня. У меня и сумка вязаная, смотрите. Ну, это вы уже видели. Вот такая сумочка вязаная, видите. Так что вот так вот. 27 мая вернулись в Хургады. Классно. А где были, где отдыхали? Классно. Э, Норильск. Вау, Норильск. Господи. Так, привет, желаю вам найти там в Египте самое интересное место в мире. Желаю вам найти там в Египте самое интересное место в мире. И я вот, знаете, сейчас, знаете, о чем думаю? В Сигале, да? Ну хороший отель. В ноябре были. Классно. Ну приезжайте еще, пишите наперед мне. Увидимся с вами, кофейку попьем. Эм, Я вот сейчас понимаю, что я Египет сняла плохо. Ну, неплохо, а что я еще вообще ничего не показала. Я хочу еще поехать в Асван. Я хочу еще поехать другие точки, что-то интересное поснимать, вам показать. Но у меня еще масса всяких таких желаний, масса разных задач. И мне кажется, я ничего не выполнила. И я только вот сейчас, спустя 6 лет, я вот только как-то смотрю на все по-другому. То есть я смотрю как-то вот, знаете, эм, как будто бы у меня вот тут начался какой-то новый виток. То есть я сейчас испытываю какой-то такой новый вкус ко всему. Вот. Очень начала любить такие кафешки восточного стиля. Очень мне нравится. Прям, эм, ну вот как-то так. Вот. Привет из Лондона. Смотрю вас с удовольствием. Спасибо большое, Натамая. Спасибо. Кафе не штырит. Ой, это восточный стиль. Классное кафе. Из Москвы привет, вам привет, москвичам. Желаю вам узнать людей, которым вы сможете доверять, а главное, спутника жизни. Ну, это такое дело. Вообще, знаете,
можно человека встретить, можно человека не встретить, а надо быть счастливым, ну, обязательно. 56 уже смотрят по-другому на государство и их пенсию. Мгм. Да. Ясно. То есть меня смотрят со всего мира. Ну, очень приятно. Я вот, видите, вам такие нежданчики делаю. Выхожу в эфир время от времени. Теперь буду каждый раз одевать какую-то вязаную вещь, чтобы вам демонстрировать. Смотрите, какая красота. Вот. И резиночка вязаная. Смотрите. 6 лет ходила, искала резинки, но ничего не нашла. Ну, вернее, тут есть, но они такие какие-то сползают, волосы не держат. Ну, короче, караул. И я взяла нитку, крючочек, сделала, пошла купила резинку, вставила двойную. Вы знаете, какая красота? Это просто неописуемо, как оно держит. И волосы не тянет, и не затягивает. Так что хотите, как-нибудь свяжу вам резиночку. Резиночки от Виктории. Из очень крепкой пряжи, кстати. Блин, супер. Вообще, класс. Надо жить в моменте. Да, 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 надо жить в моменте. Жить надо сегодня, сейчас, ценить мелочи каждый день. Счастья вам. Спасибо большое. Николай, давно ли я в Египте? Да, я в Египте уже 6 лет. Прилетела с ребенком на отдых. И вот так вот осталась, сама не верю. Это у вас такие фантазии. Я вяжу вещи, у меня вещи можно купить, так что вы можете купить своей жене или подруге на память о Египте, о Виктории, об этой прекрасной стране. О, привет, Светлана, привет. Видишь, ты сразу зеленым выделена сразу. Мой самый первый спонсор. Привет, дорогая. Ты выделяешься таким же цветом, как моя кофточка. Я в новой кофте уже вязаной. Смотри, красуюсь. Ой, это не кофта, платьице связала. Какие блюда мне нравятся национальные? Я все ем, мне все нравится. Я не могу. Мне нравится все тут. Но стараюсь, конечно, хлеба поменьше, потому что хлеб, глютен, он залепливает сосуды. Надо так серьезнее относиться к своему, конечно, здоровью уже. Блюда, какие я люблю. А мне все нравится, ну серьезно, как они готовят, и рыбные рестораны, в рыбных как готовят, и всякие вот эти мясные блюда как готовят. Они очень, у них вкусная еда, и я просто поражаюсь, что вот смотрите, это долина Нила, господи, тут уже везде пустыня, только долина Нила. И у них население 105 миллионов или 104. Кроме этого, где-то, наверное, тысяч, ну, если взять иностранцев и в Каире, и тут, наверное, около 100 тысяч иностранцев еще. Потом, какое количество отелей по всему Египту, Хургада, Шарм-эль-Шейх, это еще гости, да, туристы. Это еще десятки тысяч людей в день новых. Это представьте, какое количество людей кормит долина Нила. Это просто, ну, балдеж. Э, так. Хлеб не залепит, если совмещать с овощами и мясом. Так, пересмотрела все ваши видео из плейлиста, готовлюсь к поездке в Хургаду. Нил, знаю, учил. Слушайте, да, это вы сказали, что вы приедете осенью, правильно, Светлана? А какой вам нравится плейлист? Я там как-то так поделила, по-моему, на несколько разных плейлистов. Там у меня есть, надо еще новый плейлист завести истории. Ну, вообще, если посмотреть мой канал внимательно, послушать внимательно, и если ставить лайки, то, конечно же, никакая консультация не нужна, потому что я там выставляю просто массу информации. Но это если кто-то просто хочет лично со мной познакомиться. А так, на самом деле, я даю массу информации. Очень много в таком развернутом виде, разжеванном. Ну, прям. Прочь от Нила, Нил не резиновый.
Да это вообще, какие тут у них арбузы, у них же по 3 урожая в год, представляете? Это волшебная долина Нила. Лайки поставила. Светлана, спасибо, спасибо. Вы теперь вот высвечиваетесь таким же цветом, как моя кофточка красивенькая, видите? Вот. Спасибо вам большое. Спасибо за то, что меня поддерживаете и смотрите меня. Делитесь с друзьями, я очень стараюсь. И вот сейчас вошла уже в такую форму физическую. Сейчас вам на днях запишу эту зарядку. Просто я думала делать онлайн, но онлайн, ну, как бы не получится, потому что онлайн, ну, где-то совсем нужно тихое место, потому что как я буду с микрофоном тренировать вас? Вы любите кофе? А что такое кофе? Ну, кофе, да, пью иногда, да. Нет, пирамиды строили там, там не написали в книге, как захотели. Там они это поднимали, там река была, и они поднимали как-то вот, ну, то есть, ну, вы поняли, да, то есть, как же это называется? Там такие технологии были очень умные. Вот, а написали, что шнурами тянули, вот это поднимали, херня все. Историю пишет человек и пишут так, как говорят. Короче, бред полный. На самом деле работали очень умные люди и с очень серьезными технологиями, понимаете? А вот. Так что это самое. Историю кто пишет? Люди. Люди. Как им ну, скажут, так и пишут. На самом деле э, тут столько всего интересного можно увидеть. Я просто порой вот смотрю, еду там, вот в Каир даже ехала, смотрю, какие ресурсы. Это такая какая-то необычная земля интересная. Это что-то такое вот... ам, Секрет в том, что нельзя позволять ее, ну, вам нужно, знаете, ее любить. Я просто вот если что-то меня начинает раздражать, ну, что-то как-то, какие-то непонятные чувства испытываю, я просто очень внимательно смотрю, с кем я общаюсь в этот момент и удаляю этих людей, потому что меня могут огорчать только вот тут наши женщины. Я имею в виду, что здесь очень много таких подозрительных персон живет. Вот. Если вы будете к Египту с такой любовью, такой вот, знаете, как вам сказать, ну, вот то, что я чувствую, я вам просто не могу передать. И вот сейчас я ощущаю то, что я очень мало поснималась для вас, что мне еще надо очень много работать, показать очень интересные места вам. Поеду скоро в Асван, хочу съездить еще там ряд мест. Ну, короче, мне надо очень много еще работать. Караул, в общем, Виктория. Море теплое, да, я уже плаваю. Спасибо, 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 Зита, что блоки заливали. Э, Их заливали, но поднимали туда как? Водой, водой. То есть, ну, когда технологии были очень такие интересные, но нам о них почему-то не рассказывают. Секреты Египта кто-то решил э, утаить, спрятать. Ну, это просто чтобы, знаете, наверное, чтобы не знали, на каком уровне были тогда люди. То есть к чему они уже пришли, что они уже изготавливали. То есть это очень такие серьезные технологии были на самом деле. И почему-то это все стерли. Но это волшебное место, волшебная страна. Приезжайте. А вы сейчас на фоне маленькой пирамиды? Нет. Какой? Я в кафе нахожусь. Так, спасибо, Зита, спасибо, Наталья. Да, привет, привет. Привет, Наталья, привет. Ой, девушка передо мной сидит, пьет кофе с чашки и что-то ест с чемоданом.
Рядышком чемодан, наверное, куда-то летит. И египтяночка такая приятная. У них такая красота интересная у египтян. У них другое строение лица, носа. Вот мне очень нравится наблюдать за ними. Такие они интересные. Очень много красивых людей, прям очень много. Мгм. Вот. Привет. Так, ну я в новом платье. Кто зашел, оцените. С резиночкой вязаной. Блин, как волосы держит. Это надо 6 лет. 6 лет. Я искала здесь резинки. Ходила, думаю, ну где магазины эти, где качественные резины. Тут такое все, ну что продают в основном? Какой-то вот эти, какой-то не шелк, а вот какой-то, ну, какой-то атлас дешевый. И волосы соскальзывают, не держат. А тут связала вообще песенка. Так что у меня еще куча аксессуарчиков разных. Валентина Тоскина, привет. Атюскина, привет, привет, да, привет. Валентина, здравствуйте. Напишите, из каких вы городов. Сейчас вам покажу, где я сижу. Видите? Вот, видите? Кафе такое. Очень красивое платье, и рисунок, и цвет очень освежает. Да, да, да. Я же обожаю носить вязаные вещи. Это платье на продажу, то есть вы можете его заказать и успешно носить сами. Я еще его где-то сниму в таком стоящем положении. Вот. Может быть, надо поделать, поснимать каждую вещь отдельно и потом просто вкладывать, может быть, в конце ролика или же во время ролика, потому что получается у меня масса вещей, которые лежат дома, и я вам их еще и не показала. Представляете? Вот. Вот. Серпухов, Московская область. Очень приятно, Валентина, очень приятно. А вы с Лондона, Зита? Ну, видите как. Даже с Лондона. Вот. Приезжайте отогреваться в Храдушку. Косточки погреть. Я тоже, да, Светлана, да, я уже помню, что вы из Англии. Ну, классно, классно, классно. Как сейчас там погода у вас? Обязательно хочу приехать в Хургаду. Ну да, приезжайте. Сейчас смотрите, какой момент. Сейчас июнь, ну тут уже начинается жара, но июль, август это такие самые жаркие месяцы у нас. И если у вас проблемы с сердцем или сосудистой системой, то, конечно, я бы вам не рекомендовала ехать, потому что либо будете возле моря лежать целыми днями, либо дома. Эм, По улице в такую погоду не все могут передвигаться. Вот. Эм, Ну, а так вот, если честно, то надо скидывать вес, просто убирать из рациона углеводы. Ну, можно углеводы, но в первой части дня только. Вот. И таким образом скидывать вес, аэробную нагрузку силовой, потому что лишний вес это, конечно, хлопоты для организма. Это, ну, в любом случае. Погода хорошая в Англии, сейчас тепло. Ну, классно, классно. Сегодня 21, да? Ну, классно, Зита. А, ну да, нормально. Ну. Привет с крайнего севера, Юлия. Город Ноябрьск. Вау, Виктория, вы молодец. Каждый день вас смотрю, вы молодец. Показываете больше моря, ваше утро. Мотивируйте нас до отпуска. Я еще вас хочу замотивировать, знаете, на что? Я еще вас хочу замотивировать на зарядку утреннюю.
Потому что если человек подтянут, организован, он и здоров, и успешен, и счастливый. Вот. Поэтому я вас буду мотивировать на многое. Ну, раз я тренер по профессии, то почему бы мне не мотивировать своих подписчиков, чтобы вы чувствовали себя более счастливыми, более успешными, более организованными. А у организованного человека с энергией, со здоровьем, с какими-то мечтами, целями и благими намерениями, конечно, в жизни все получается. Что вы одеваете под низ платья, чтобы не просвечивало? Зита, здравствуйте. Я тоже из Литвы, да? Погода хорошая. Ну, видите, тут можно познакомиться. Что я одеваю под низ платья? Тут у меня вот такой есть подъюбник, коротенький подъюбник, а вот тут просто лифчик. Ну, оно так легенько просвечивается, но, ну, как бы, можете одевать маечку, но я не вижу в этом смысла одевать маечку в нашу погоду. Но если вы находитесь в другой стране, то можете одеть и платьице, вот, там купить или сшить. Такое, знаете, как одно платье коротенькое, и потом его одевать под разные вещи. А я вот тут себе забежала в какой-то магазинчик и купила подъюбник за $1. Тут у нас полно разного барахла. Ой, кстати, елки-палки, надо показать вам наши магазинчики эти, чтобы вы даже одежду не везли особо. Тут всякого барахла у нас куча. Тут растаможка есть, потом старые коллекции привозят сюда. Короче, здесь масса всяких магазинчиков. Египтяне в такую жару едят мясо? Ну, едят. Почему едят, да. У них обед 5-6 часов, как-то поздно, да, они едят мясо с удовольствием. Я из Литвы, но Лондон. Это меня кто спрашивает, мужчина или женщина? Малеве. Вот. У меня есть белый подъюбник, который мне сшили, и черный подъюбник. И все. Хочу сейчас пойти себе купить топик. Тут у нас стоит этот топик $2. Да, любой топик, можно и за $1 он в этих магазинах поискать. Потому что у меня есть еще вещи, где нужен такой топик. То есть они вот тут открыты немножечко. И я не могу вам показать, потому что надо топик купить. Вот, покажу еще. Ой, ну у меня масса классных вещей, которые связаны. Буду вам потихонечку демонстрировать. Так. Так что приезжайте, покупайте у меня красивые вещи, будет у вас память о Виктории. Смотри, это хлопок. Вот это все изготовлено из итальянского хлопка, дорогие девочки. То есть это мягкая очень пряжа, нежная. Я ее стираю руками, ну, то есть я все свои вещи стираю руками. Вот так шампунь, немножечко водичка градусов, ну так вот, 35-40. Вот, замочить в шампуне, пожмакать вот так вот, оставить на 15 минут, потом сменить воду один раз, второй раз, и потом на полотенце дать ему как бы это самое стечь, оно стекает, ну и потом я на полотенце вот так вот раскладываю, и эта вещь сушится. То есть все мои вещи, вот могу в следующий раз одеть вещь, которая у меня уже 10 лет. Посмотрите, как она выглядит, что такое вязаные вещи. Спасибо за идею. Да, пожалуйста, пожалуйста. Моя подруга, когда приехала в Египет первый раз, она набрала столько вещей, и вы не представляете просто. Она набрала столько вещей и одевала только одни и те же вещи. Вот. У меня тоже уже, ну, у меня вязаных вещей много. А так вот тут, если пройтись по магазинчикам, тут, ну, я пойду покажу как-то. Вот будет вам это интересно? Что у нас тут продают и сколько все стоит? Будет интересно? Я вам сделаю это ролик. Это потому, что сюда не надо возить вещи. Можно взять минимальный багаж и ехать. Шлепки тут купите, сумочку для пляжа купите. У меня можете купить сумочку для пляжа. Ага, thank you so much. В общем, тут все есть.
Масса всего, все есть. Египет изобилен и едой, и рыбой, и вещами. Тут растаможка, тут нас привозят, магазины забиты этими, как вещами, и секонд-хенды есть. Ну, секонд-хенды, может, не всем подходят. И вот вещи есть, как вот новая коллекция, уже теперь не новая, когда старая коллекция привозят сюда. Ну, там размеры, может быть, не полный ряд, понятно. Но вот если рыться, есть девушки, которые роются, очень красивые вещи находят, шикарные. Из хлопка, из вискозы, из льна, там буквально за несколько долларов. Так, топок и хлопка ему уже 15. Вяжу сама, да вы что, да? Ну вот видите как. Интересно будет по ценам, что и как. Я вам покажу, Елена, покажу. О, инженер Гагарин. Я тоже рада вас видеть. Это вы в какой отель едете? А вас как зовут, инженер Гагарин? Как вас зовут? Что такое пишет? Дорога дорога. Еду в Сиву. Алекс. Ага, в Сиву. А, так это тут недалеко от меня. Ну, шикарно, Алексей, да? Очень приятно. Это вы мне обещали привезти наушники. Ну, я уже жду. Как раз 9 числа у меня будет день рождения, 9 июня. Поэтому вот, расскажу всему миру, что вы мне подарили наушники. Ой, не наушники, боже мой, микрофон. Микрофон, чтобы я бегала, снимала. Фу, это я сегодня для вас аж 2 видео сняла, представляете? Я сняла Шератон, просто прошлась днем, и сняла смешную историю. Но вот одно видео выйдет в четверг, а другое попозже выйдет. Так что микрофон. Ой, да, про подарки Виктории. Да вы что? Ой, ну вы меня прям засмущали. Мне так уже давно мужчины дарили что-то, что вы меня прям засмущали, Алексей. Я прям вообще засмущалась. Буду ждать и расскажу всем своим девочкам, что вот мне Алексей из Москвы подарил подарки. Вот. Ой, я уже посмотрела дорогу, как буду я в Асван добираться. Там сейчас капец как жарко оказывается. Если тут, допустим, у нас 38, то там уже 48. Но я все же хочу полететь летом. Это юг этого Египта. Но я хочу полететь летом, потому что ну, я люблю тепло. Я не хочу откладывать до зимы, потому что я хочу вам показывать. Мне кажется, что я ничего не успеваю показывать моим дорогим подписчикам. Ой, привет из Хайфы. Хайф, это что, такой город, да, Хайф? Это где Хайф? Это, я так понимаю, Израиль, да? Очень приятно. Тут 26. Это вы кто такой? Ты. Тоже живете в Египте? Я правильно понимаю? Да, Хайфа, это Израиль. Там подруга детства живет, у нее уже 5 детей, работает зубным врачом или помощник врача, или уже, ну, в общем, там подруга детства у меня, представляете? Слава богу, не в Египте, Россия. Но это самое. Может, когда-нибудь приедете в Египет жить, здесь очень много
живут людей со всего мира. И я думаю, что Хургаду в будущем сделают такой, знаете, как мне кажется, ее будут доводить до такого курорта высокого уровня. Она, конечно, станет дороже уже, но я думаю, что Хургаду доделают. Ее на другой уровень выведут точно. Я это чувствую. Жарко. Ну да, июль и август жарко здесь. И дети только что вернулись с отпуска Шарм-эль-Шейха, да, вы что? Ну вот видите, как интересно. М, В Люксор. Ну вот приедете, купите себе путевочку и поедете в Люксор. Вот. Ой, сколько я уже болтаю? 51 минуту, ого. На моем канале вы еще можете заказать рекламу вашего бизнеса. И там фотографируется, заказать рекламу вашего бизнеса, и, в общем, весь мир узнает о том, чем вы занимаетесь, и ну, получите много новых клиентов. У меня публика очень активная, потому что все люди, которые есть на моем канале, это люди, которые, ну, то есть сами подписались, я никогда не платила деньги, не раскручивала канал каким-то искусственным образом, поэтому тут такие люди активные и очень интересные. У меня публика, знаете, какая? Э, У каждых подписчиков есть свои любимчики. Кто-то любит того, кто-то любит того, кто-то смотрит исключительно те истории, кто-то смотрит только тогда, когда я рассказываю про акулу, или акула кого-то съела, или там что-то упало, или, ну, то есть кто-то любит только трэш. И они выходят только тогда, когда есть что-то такое, чтобы кровь погонять. Вот, остальные люди, некоторые люди любят только, допустим, там определенных гостей на моем канале. Некоторые люди любят только исключительно смешные истории или какие-то истории печальные я рассказываю. Ну, то есть публика на моем канале это вообще, я вас обожаю, конечно. Вот. Э, Интересные такие. Сколько сейчас стоит в Люксор съездить? Это я вам, знаете, когда расскажу? Я вам расскажу тогда, когда уже поеду, и тогда уже вам дам информацию полную. А сейчас, пока я этого не сделала, вот я поехала в Каир, я вам дала информацию, да, выложила информацию, откуда ехать, сколько стоит, сколько в пути вы будете находиться. Там есть видео, как добраться из Хургады в Каир. Либо самолет, либо автобус. Там самые такие дешевые цены, понятно, автобус. Вот, можно поспать. Вот бизнес-класс стоит у них 600 фунтов или 650 бизнес-класс. И там такое довольно широкое кресло, откидывается назад, и можно выспаться. Есть еще, никогда не ездил, еще какой-то люкс, то ли как-то называется, что там для ножек откидывается эта штучка. Но вот я еще не ездила, потому что мне по времени не подходило оно. Надо попробовать будет. Вот. О, привет, привет, Лена, привет. Рада видеть вас. Вашим видео тут интересуются, видите как. Вот то, что вы рассказали, Лена. Говорят, такая женщина необычная, такие истории. Вот успела и то, и другое, и третье. Говорю, да, да. Только сейчас стоит в Люксор съездить. Так, так, так. Привет, привет. Так что, Лена, тут уже у вас... ага, ну то я вам скажу, не читала. У вас тут уже свои поклонники есть. И они уже там ждут, когда вы там приедете, что-то расскажете новое. Я так понимаю, надо будет в прямой эфир выходить, потому что там такие вопросы интересные позадавали. Ну, в общем, как-то так.
Спасибо, мы дружим с империей туризма. Я поняла, да-да-да. Ну да, хорошо, хорошо. В любой, да тут этих компаний куча. Прям выбирайте, едьте и все. Главное желание, чтобы было. Скоро прилечу, у нас дожди не заканчиваются. Да, надо же, как интересно. Лето у вас дожди. А у нас июль, самый такой жаркий сезон. Да, конечно. Трэш. Знаете, расскажу вам прикол. Никогда не рассказывала. Когда я приехала сюда в первый год жизни, ну, в общем, там что-то у меня произошло такое, какие-то были легкие эмоциональные качели. Я вообще упала под капельницу. Я попала под капельницу, и мне доктор сказал, что у вас чуть ли не обезвоживание начинается. Нужно здесь, что в Египте надо очень много пить воды, потому что в почках откладывается песок. Так что, если вдруг я забуду вам сказать, то вот я вам говорю, чтобы вы это помнили. Вы посещали Марса-Алам? Нет, но хочу поехать. Хочу поехать, может быть, и в июле съезжу уже. У нас дожди. Вот, и здесь вот мне ставили капельницу в госпитале, как его называется, там такой хороший врач, который, ну, вот это смотрит, как это, рентген. Ну, не рентген, но на этом аппарате, телевизоре. И он говорит, надо пить побольше воды, потому что в этих странах ну, нельзя шутить, надо следить за балансом. Вот, потому что откладывается песок в почках. Ну, в общем, короче, нехорошие вещи могут быть. Поеду в Марсалом, поеду в Асван, поживу там где-то 2-3 дня в отеле, поснимаю вам. Все будет. Мы в 2024 году были в Хургаде, январь и июнь, теперь рассматривали Марсалом. Езжайте, Юлия, езжайте. Там черепахи вот такие здоровенные есть, там очень много всего такого прикольного можно встретить. И там эти какие-то вот эти морские коровы, по-моему, как называют, там такая другая флора, там очень красивый этот подводный мир другой. Игралила. Привет, привет, здравствуйте, Александр. Привет, здравствуйте, здравствуйте. Фух, много тут у меня еще целей, задач, конечно, в Египте. Что скажешь? Ничего не скажешь. Если вы приедете в Египет, тут очень полезно кушать еще картошку, вот эту красную, сладкую картошку, батат. Очень полезно это кушать. Так что обязательно ешьте, если будете здесь. Вот. Это Египет. Здравствуйте. Я так понимаю, вы новый подписчик мой. Живу в Хургаде уже 6 лет. Веду канал в YouTube. Вот, рассказываю вам всякие интересные истории, показываю реальность Египта. Со временем очень сильно полюбила восточный кафе. Вот, считаю их какими-то такими, ну вот эти старые кресла, мне так все нравится уже. Вот, мне так поменялось восприятие Египта. Я могу вас влюбить в Египет, знаете? Вот. Александр, если поедете в Египет, сможете мне задавать какие-то вопросы. Вот, поэтому, пожалуйста, отвечу вам. Ходите по земле фараонов. Да, земля фараонов, да. Так, 60, уже целый час я вам болтаю. Ну хорошо. Я так понимаю, что у вас уже больше нету вопросов.
в Каире. Приезжайте. Он такой разный Каир. Есть новый Каир, есть старый Каир. Это все так интересно. Вот. Но мне, конечно, больше все такое нравится, знаете, э, как старинное. Вот. Потому что, ну, новое везде новое. Чем меня можно удивить там, как бы, ничем. А вот это вот старые их здания, старые их вот эти домишки, улицы, это мне стало очень интересно. И я теперь буду вам это все больше показывать, потому что действительно, э, ну, это впечатляет. Это так как-то... э, вот был старый рынок, он мне так нравился, вот эти горы фруктов, как они кричат, как мне это нравилось. А сейчас новый рынок, ну, он похож для меня, как, может, кому-то там, ну, чисто, ну, что там чисто. Он для меня, конечно, похож на какую-то бойню коров. Я потеряла своих продавцов, к которым я ходила, не могу найти. Ну, короче, мне он вообще не нравится. Хорошо, что у меня есть одно видео, где старый рынок хоть могу посмотреть. Где вы были, кроме Хургады, были ли вы в Шарме? До Шарма я не доехала. И мне надо туда поехать, и я так понимаю, что пожить в квартире, снять квартиру, пожить. Вот. Я в Хургаде живу, тут более развита инфраструктура, тут так более так как-то интересно, ну как-то так вот все-таки. Я лучше поеду в Асван куда-нибудь туда, в Люксор, там поживу в отеле, покажу вам, что такое старенькое. Вот. Не доехала я еще до Шарма, не доехала. Вы мне можете писать идеи, подкидывать идеи. Вот. Я с удовольствием поеду и поснимаю вам. Ну все. Наверное, на сегодня я буду заканчивать. Вот. Спасибо вам за внимание, спасибо за то, что были со мной. Приезжайте в Египет, насыщайтесь солнышком, морем. Завтра вам покажу, кстати, хотите, завтра вам покажу пляж. Классный пляж, дикий пляж. Как он называется? Подожди, лагуна. Вот. Все, я вас всех обнимаю. Счастья вам. Будьте успешны, счастливы, здоровы. И радуйтесь мелочам, потому что счастье в маленьком. Все, я вас всех обнимаю. Инженер Гагарин, Алексей. Мы уже с вами даже знакомы, видите как. Вот. Кстати, если хотите на мой канал, Алексей, то добро пожаловать. Мы можем с вами придумать какой-то сюжет. И я вам дам возможность выступить на моем канале в YouTube. Ну, а если не захотите, то будем просто с вами дружить, общаться. Вот. Рассмотрите отель Брайка Бэй, 4 звезды, Марса Аламеда, Брайка Бэй. Надо же, такое имя интересное. Хорошо, хорошо, хорошо. Ну все, уже знакомы, на будущее будем дружить. Хорошо, все. Спасибо вам, Светлана. До новых встреч, до связи, дорогая. Вот. Как приятно, когда-нибудь увижу вас всех. Здорово. Ну, все, берегите себя, мечтайте. Обязательно вам больших мечт, больших желаний. Будьте счастливы, успешны, здоровы и радостны. Я вас всех обнимаю. Пойду монтировать видео сейчас. Сколько сейчас? 5:30. У нас светло. Сейчас как раз день идет на увеличение. Вот. Я успеваю много всего сделать. Ну вот как-то так. Все. Пока, мои дорогие.